Всем привет! Сегодня готовим пасхальные куличи на сливках. Это один из классических рецептов пасхальных куличей с богатым вкусом, а глазурь не содержит яичных белков. Сначала нужно приготовить опару для дрожжевого теста. Необходимо 100 граммов свежих или 33 грамма активных сухих дрожжей. Залить теплыми сливками. Понадобится 1,5 стакана. Я использую сливки 35% жирности. Все перемешиваем, а затем просеиваем 2,5 стакана муки. Это половина от общего количества. Хорошо все перемешиваем. Теперь миску с опарой накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 1-2 часа. Я ставлю в духовку с включенной лампочкой. Рядом ставлю закрытую банку с горячей водой. Нам понадобится полстакана цукатов, полстакана изюма, полстакана миндаля. Миндаль должен быть очищенный, и это легко сделать, если залить его на 5 минут кипятком, затем воду слить, залить холодной водой, через минуту слить, и тогда кожица легко снимается. Миндаль можно нарезать ножом, а можно измельчить в электрическом измельчителе, но не очень мелко. Нам понадобится 8 желтков. В большую миску с желтками кладем стакан сахара и взбиваем миксером до бела. В отдельной посуде взбиваем 250 грамм мягкого сливочного масла до пышного состояния. Затем перекладываем в миску с яичной массой и перемешиваем миксером. Затем достаем опару. Она сильно увеличилась и стала рыхлой, и это значит, что тесто будет хорошим. И нужно выложить в нее яично-масляную смесь и перемешать. Добавляем изюм, цукаты и миндаль. Все перемешиваем лопаточкой. Затем добавляем 1 чайную ложку соли и чайную ложку с горкой или 5 грамм ванильного сахара или ванильной эссенции. Перемешиваем. Затем просеиваем оставшиеся 2,5 стакана муки. Засыпаем в тесто. Хорошо вымешиваем тесто руками. И когда оно начнет отставать от рук, примерно минут через 10, накрываем миску с тестом полотенцем и ставим в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме в 2 раза. Достаем тесто, оно очень хорошо поднялось, его нужно теперь обмять и затем опять убрать в теплое место примерно на полчаса. Из готового теста формируем куличи. Для этого нам нужно подготовить формы. У меня это будет 6 форм, которые сделаны из консервных банок. Форму нужно
выложить пергаментной бумагой. Тесто в форме должно занимать 1/3 высоты. Тесто слегка округляем, закладываем в форму и слегка придавливаем. У меня в каждую форму входит 350 грамм теста. И каждый кусочек лучше взвесить, тогда куличи будут одинаковой формы. Формы с куличами нужно поставить на расстойку в теплое место на 1 час. Тесто в форме должно хорошо подняться, и теперь можно выпекать куличи в разогретой до 200 градусов духовке. Если куличи сверху начинают подгорать, то сверху можно положить кусок пергаментной бумаги или фольги. Я обычно выпекаю куличи в течение 1 часа, но нужно смотреть по своей духовке. У меня получилось 40 минут выпекания, и затем при выключенной духовке еще 20 минут. Готовые куличи достаем, вынимаем их из формы и кладем на мягкую поверхность. Я использую для этого подушку, застеленную полотенцами, сверху пергаментная бумага и бумажное полотенце. И куличи кладем на бочок, чтобы при остывании они не осели. Куличи получаются румяными, пропеченными, очень симпатичными. А теперь нам нужно приготовить глазурь для куличей. Для этого нам нужно 1 чайную ложку желатина залить 2 столовыми ложками холодной кипяченой воды, перемешать и оставить на некоторое время для набухания желатина. Затем в сотейник насыпать 200 грамм сахарной пудры или мелкого сахара, добавить 4,5 ложки или 55 грамм воды, затем поставить на огонь и довести почти до кипения, но не кипятить. Нам нужна такая температура, чтобы растворить желатин. Выкладываем желатин в сотейник, размешиваем венчиком. Нужно, чтобы желатин растворился и не оставалось комочков. Перекладываем в более удобную посуду и взбиваем миксером минут 5. Вот такая получается масса. Потом она очень быстро застывает, поэтому обмакиваем куличи, не дожидаясь, пока она застынет. Всыпаем глазурь специальной кондитерской посыпкой, или цукатами, или мармеладом. Вот такая получается красота. Когда глазурь застыла, посмотрим, какой же он на разрезе. Он получается хорошо пропеченный, красивый, очень вкусный, с прекрасной глазурью. Надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Всем светлой Пасхи и до следующих видео. Пока!